Всем привет! Мне пришли такие крутые товары, что я решила сделать на них YouTube видео, потому что они этого достойны. Начнем распаковку с кед. Кеды пришли упакованы вот в такой вот вакуумный пакет, как большинство обуви на AliExpress. Кеды брендированные зачастую приходят без коробок по причине того, что так намного проще проходить таможенную проверку. И внутри, тадан-тадан-тадан, барабанная дробь, мы видим лакированные кеды с лого Chanel. Подошва у них также брендированная, вот здесь нанесена гравировка такая. Подошва довольно жесткая, то есть она не гнется. Сделаны они из искусственной кожи, к сожалению, лаковые, но ничего, вот здесь еще одна запасная вот такая эмблемка. Ее, наверное, тоже можно дополнительно прицепить на шнурки. Шнурки хорошего качества, черные, в цвет, так скажем, самих кед. Себе я брала эти кеды в размере 40. Идеально на ногу до 25 сантиметров, где-то так, 24,5, 25. Внутри очень мягкая стелечка. У меня такое ощущение, что подошва немножко выше, как бы обычной, где-то 2 сантиметра высота подошвы. Сзади вот на пяточке тоже есть эмблема у этих кед. Ссылки, девочки, я предупреждаю сразу, на все вещи, которые я буду сегодня показывать, они скрытые. Что такое скрытые ссылки? Многие у меня спрашивают, кто раньше не покупал такие вещи на AliExpress. Это означает то, что на AliExpress вы увидите какую-то левую фотографию. Там, возможно, полка для вина, стеллаж, или какая-нибудь простынь, или какой-нибудь коврик. Но таким образом продавцы пытаются обезопасить свой магазин от блокировки платформы AliExpress. Поэтому, как только вы просмотрите это видео, пожалуйста, сразу же делайте заказ, пока ссылки актуальные. А вообще советую подписаться на мой телеграм-канал. Там еще больше разных распаковок. Плюс в Телеграме я всегда стараюсь актуализировать все ссылки, чтобы они были кликабельные, чтобы они работали, чтобы вы по ним могли заказать понравившийся вам товар. И, конечно, очень прошу вас поставить лайк моему видео, подписаться на мой канал. Это позволит мне покупать намного больше разных интересных товаров для обзора. И мы переходим ко второму товару, который мне пришел. Это солнцезащитные очки. Они пришли в брендированные коробки, хорошо так все упаковано. Коробка не потеряла своей формы, соответственно, внутри очки тоже в прекрасном состоянии. Внутри продавец положил салфетку для ухода за стеклами, карточку постоянного клиента бренда Celine. И очки пришли вот в таком удобном чехле. Он маленький, миниатюрный, удобно в нем хранить, при том, что он довольно жесткий, но не занимает много места. Поместится в самую обыкновенную женскую сумочку. Сейчас я сниму всю защитную пленку с этих очков. Очки с железными дужками. Здесь есть ступоры для носа. На ступорах для носа нанесен бренд. По бокам на дужках тоже есть лого. Эта форма очков в этом сезоне очень популярна. Одна из последних, так скажем, моделей этих очков, поэтому можно совершенно спокойно покупать их. Я думаю, что они будут актуальны еще как минимум год. Мы их будем носить и радоваться. По объему эти очки сидят очень хорошо, держатся на ушах, и по ширине лица мне они прекрасно подходят, потому что очень хорошо сидят. Мне кажется, даже в них и спортом заниматься так. Легкая пробежка по набережной. Носовые упоры тоже очень хорошие, очень мягкие. Фурнитура не звенит, очень такая тугая, добротная. Стекла у этой модели пластиковые, но это хороший пластик. Через очки прекрасный свет, я бы сказала, такой тон окружающего мира мне нравится, поэтому от души советую, модель хорошая. Дальше продолжим. У меня для вас 3 просто обалденные сумки, просто одна лучше другой. Я даже не знаю, с какой начать, потому что хочется показать сразу все. Ладно, я начну вот с этой самой запакованной. Это рюкзак. Как видите, пришел он мне в пакете, без коробки.
Но здесь мы видим такой брендированный пыльник, ну ничего особенного. В целом может куда-то в хозяйстве пригодиться. А внутри нас ждет текстильный рюкзак. Ой, классный. Все ручки упаковали. Сейчас нужно будет снять защитную пленку, чтобы можно было рассмотреть все детали, где какие надписи, где какие логотипы нацепили. Это нужно обязательно нам все рассмотреть. Хорошие плотные лямки у рюкзака, то есть не какие-то там такие хлипенькие. Очень отличные. Надо отпарить, чтобы он пришел в себя, принял нормальную ровную форму. Рюкзак выполнен из плотного текстиля. Знаете, материал типа канвы такой вот, очень плотный. Рюкзак имеет подкладку. Внутри у нас одно отделение. Здесь тоже внутри рюкзака нашили логотип этого бренда. Снаружи есть наружный карман. В целом фурнитура очень хорошая, но фурнитура в плане язычки на замках не брендированные. Рюкзак прекрасно держит свою форму, а задняя сторона здесь без подкладки, то есть она довольно, наверное, будет мягкая для спины, но в целом вы же не в поход идете с этим рюкзаком. Вам же не надо какую-то хорошую поддержку для спины. Это так, городской рюкзак, красивый, стильный. У продавца этот рюкзак есть, по-моему, еще в 2 расцветках. В общем, расшифровку по расцветкам я смогу опубликовать дополнительно в Telegram. Поэтому обязательно приходите, подпишитесь, кто не подписался, и пользуйтесь моими советами. Вот такой шикарный рюкзак, я считаю. Кстати, еще хочу отметить, вот я присмотрелась к нему поближе, очень ровненькие везде швы, прям вот, все аккуратненько, ниточки не торчат, какого-то постороннего китайского запаха нет. Я считаю, что это достойная находка, и мне совершенно не стыдно о ней рассказывать и вам ее показывать. И теперь дальше. Дальше у меня есть еще одна пара обуви. Эту обувь можно носить как дома, так и на улицу, кому как нравится, кто на что готов. Кто может себе ходить совершенно спокойно в пижаме и тапочках по улице. И я вообще обожаю таких раскованных людей. Немножко помялся второй тапочек, но я думаю, он сейчас у меня отойдет и приобретет ровненькую форму. В конце концов, можно использовать отпариватель, который у меня тоже с AliExpress, при том, что ему 3 года уже я им пользуюсь, вообще ломаться там нечему, а отпаривает он просто идеально. Ссылку на этот отпариватель вы тоже можете найти в описании к моему видео. Значит, что у нас по тапочкам? Сверху, на мой взгляд, это не натуральная замша, больше похоже на велюр. Для тапочек, так уж и быть, сойдет. Здесь есть логотип, как и на оригинальных тапочках. Также брендированная подошва. Здесь никакой эмблемки нет, но внутри это натуральная шерсть. Не мех, просто все таки думают, что уги это натуральный мех. Нет, зачастую в угах это натуральная шерсть. Размер я себе брала 40, на мою ногу 25 сантиметров. Для холодных зимних дней, особенно для жителей таких стран, как Израиль, Испания, Италия, где в домах мы имеем на полу кафель, да, и у нас нет центрального отопления, обувь на высокой подошве – это наше спасение. Поэтому, собственно говоря, в преддверии холодного сезона я себе заказала эти тапочки для того, чтобы носить их дома. Иногда можно в них и ребенка в садик отвезти. Ну и теперь, девочки, та-дам! Переходим к тяжелому люксу. Это вообще, я когда получила вот эти 2 посылки, я, если честно, я вообще обалдела, потому что очень крутые, очень крутые. Вот это первое, что меня поразило, вот эта коробка, потому что, если честно, такие бренды вообще не приходят в коробках, потому что, как я вам уже говорила, могут возникнуть проблемы с таможней. Но вот эта дошла вот с этой коробкой. Коробка в хорошем состоянии, вообще, вау! А теперь посмотрим, что там внутри. Сейчас открываем. Там малышка. Сразу забегу вперед и скажу, что малышка в таком трендовом цвете, бордово-красном. И все готовы. Та-дам! Вот такая классная, квадратная, небольшая, очень аккуратная сумочка. Выполнена она из натуральной кожи. Давайте будем ее смотреть
прям досконально. Каждый сантиметр этой сумочки мы с вами должны просмотреть, потому что она, правда, ну, очень хорошая. Так, я не могу тут ручки распаковать. Нужны мне ножницы. Ножницы! Все, разрезала тут упаковочную ленту, которую не могла руками. О, красивые ручки. О, господи, как тут все аккуратно. Классная фурнитура. Фурнитура вся защищена такой липкой лентой, чтобы при транспортировке, упаковке ничего не поцарапалось. И сумочка к вам дошла в идеальном состоянии. Смотрим, что там у нее внутри. Ой, а внутри тут еще ремешок. Что тут сейчас? Ремешок. Тут еще браслет. Ой, сейчас подождите, все по очереди. В общем, ой, я не могу. Как же вам показать эту сумочку, чтобы вы увидели прямо ее идеальность, что ли? Ну, это премиум вариант. Вот здесь еще висят такие брелочки с логотипами. Они тоже упакованы в мешочек. Сейчас я их распакую и заодно сниму обертку с ремешка. О, господи, какая красота! Вы поглядите, красота в каждой маленькой детальке. Очень хорошая фурнитура. Мне нравится, что эта фурнитура приятного, такого благородного золотого цвета, потому что иногда сумочка хорошая, но фурнитура, конечно, оставляет желать лучшего, особенно цвет этой фурнитуры. А здесь, мне кажется, очень достойное исполнение. Как-то вот так, то есть ремешок довольно длинный, то есть эта сумочка как кроссбоди можно носить сбоку на плече. Здесь мы видим также кожаный брелок, на котором написан логотип этого бренда. Немножечко, к сожалению, у меня подстерлись буквы. Ну, я думаю, что это не критично, и чувствую, на оригинале эти буквы тоже стираются. В общем, вот такая красотка. Ссылку на эту сумочку я оставлю в описании. Единственное, что ссылка на сумку будет именно вот в таком цвете. Но у продавца есть огромная палитра, поэтому за палитрой вы уже знаете куда, в мой Telegram. Добро пожаловать, кто еще не подписан. И внутри в этой сумочке, продавец положил браслет. Да, я вспомнила, что я его заказывала, но я почему-то думала, что браслет мне придет в отдельной посылке. Ну, окей, так тоже. Браслет всем известной марки. У него вот такой вот безразмерный размер, он растягивается. Камешки здесь есть. Все в целом как на оригинале. Единственное, надо будет его поносить, посмотреть, как будет держаться камушки и как долго он останется вот таким красивым и блестящим. В целом браслет шикарный, и мне он нравится. Я на него давно уже заглядывала, все, думаю, надо прикупить, и все забывала заказать. Ну вот такой вот браслет. Кстати, у этого продавца очень много всякой бижутерии, поэтому буду еще заказывать, пробовать разные бренды, смотреть их качество. И что тут у нас еще? А и у нас еще одна сумка, как я и вам и говорила, тоже, ой, эта красотка пала, тоже из тяжелого люкса. Пришла в таком вот фирменном пыльнике, без коробки. Ну, ничего. Главное, чтобы была хорошая сумка. Зачем нам коробка? Вот, сумочка тоже выполнена очень хорошо. Первым делом я просматриваю, конечно же, швы, обращаю внимание, чтобы все было ровненько прошито. Второе, что бросается в глаза, точнее бросается в нос, когда ты открываешь посылку, это запах. У этой сумки запах приятный, запах кожи. И это тоже не может не радовать. Сейчас снимаем всю защитную пленку с нее. Вся фурнитура также заклеена аналогичным способом. Такие вот липкие ленты. Они при транспортировке сохраняют наши сумочки, и фурнитура этих сумочек в прекрасном, блестящем состоянии. Я сняла всю упаковку, это заняло много времени, потому что все очень круто упаковали. Потому что, ну, сумка, знаете, тоже не дешевая и очень хорошего качества, поэтому постарались на славу. Внутри я обнаружила, во-первых, такой брелок. Если честно,
Ну, конечно, симпатичный, но сделан так себе. Вот особенно вот эта вот висюлька. Мне кажется, что данный брелок, он будет только удешевлять эту сумку. Я его носить не буду, но так, конечно, в оригинале он здесь задуман. Я ее даже нацеплять не буду, ее уберу. То, что это кожа, вот приложили такой ярлычок. Сумка из натуральной кожи, очень хорошего качества. Потом есть вот такая вот висюлька к этой сумке еще. Полное попадание в цвет сумки, все окей, претензий нет. Внутри там у нас маленький ключик, наверное, от сундука, где лежит наше счастье. А вот тут в коробочке маленький замочек, который где должен висеть, не знаю. А вот замочек, я вам скажу, девочки, так себе. Вот, блин, ну как так? Все такое клевое, а вот такие вот мелочи не додумали, потому что он не подходит, замочек, по цвету фурнитуре. И, ну, видно, он какой-то не очень. Я его тоже не буду прикреплять. Шарфик. Вот шарфик мы оставим, его можно повязать на ручку, можно повязать бантом. И можно вообще без шарфика. Вообще сейчас модно носят сумку ее вот в таком виде, она как будто а-ля открытая. И напоследок, что тут у нас внутри? Внутри одно отделение, есть потайной, довольно глубокий карман, который закрывается на замок. Фурнитура брендированная, на язычке мы там внутри видим логотип бренда. И еще один небольшой кармашек, тоже кожаный, внутри сумочки для всевозможных карточек. Нет, что-то мне это не нравится, надо как-то подумать, как это все носить будет красиво. Мне больше нравится, когда в этой сумочке нет дополнительных элементов, как шарфик или какие-то брелки. Мне нравится прекрасная фурнитура. Здесь есть логотипы, которые прекрасно просматриваются. Я захотела вам показать эту сумочку, как она может вписаться в ваш совершенно повседневный образ. Вот так я выгляжу 90% своей жизни. То есть свитер, джинсы и какие-то глоги, я их обожаю. И как эта сумка классно вписывается в этот образ. Очень классная красотка. В общем, вот такой вариант. Я даже не знаю, какая сумка мне нравится больше. Вот эта в коричневом цвете или вот эта сумочка бордовая. Ой, обе хороши. И на этой позитивной ноте я сегодня заканчиваю мою распаковку. Конечно, я вас всех обожаю. Подписывайтесь, ставьте лайк, жду ваших комментариев, с удовольствием пообщаюсь с каждой из вас. Обожаю всех, целую и пока-пока!